Здравствуйте, зрители моего канала. Сегодня будет третья часть, посвященная студиям 20 век Фокс и Метро Голден Майер. Не будут коллекционные издания, издания сборники, просто издания в слипах. Итак, давайте начнем. Первая серия фильмов в сегодняшнем видео — это Люди Икс трилогия. Издание 60-дисковое. Единственное издание, в котором каждому фильму есть диск с дополнительными материалами на Blu-ray. В других переизданиях такого диска не было. Такая вот трилогия. Следующее у нас это фильмы про Джеймса Бонда. Она у меня представлена по актерам. Первый актер это Шон Коннери, который снялся в 6 фильмах Бондианы. А именно Доктор Ноу из России с любовью, Голдфингер Шаровая молния, а также Живешь только дважды, Бриллианты навсегда. Следующий актер это Джордж Лэзенби, который снялся только в одном фильме, это «На секретной службе Ее Величества». Следующий это Роджер Мур, который появлялся в 7 картинах Бондианы. А именно «Живи и дай умереть», «Человек с золотым пистолетом», «Шпион, который меня полюбил», «Лунный гонщик», «Только для твоих глаз», «Осьминожка», а также «Вид на убийство». Следующий актер это Тимоти Далтон, который был в 2 фильмах Бондианы. А именно «Лицензия на убийство» и «Искры из глаз». Следующий актер это Пирс Броснан, который засветился в 4 картинах Бондианы. Это «Золотой глаз», «Завтра не умрет никогда» и «Целого мира мало», «Умри, но не сейчас». И, наконец, последний актер, который исполнял роль Джеймса Бонда, это Дэниел Крейг. Он снялся в 5 фильмах Бондианы, но у нас успело выйти на Blu-ray только 4. А именно «Казино Рояль», «Квант милосердия», «Координаты Скайфолл» и «Спектр». Следующая серия фильмов это «Крепкий орешек».
Это я издание уже показывал в предыдущей распаковке одной из предыдущих распаковок. А также есть первая часть в стилбуке. Blu-ray плюс DVD. Следующая серия фильмов — это «Звездные войны». Коллекционное издание саги. Первая часть, вторая часть, третья часть, «Месть ситхов», четвертая часть, пятый фильм и шестой фильм. Далее дополнительные материалы к трилогии приквелов, дополнительные материалы к оригинальной трилогии и, наконец, еще один диск с дополнительными материалами. Такое вот издание фильма «Звездные войны». Также к этому фильму идет буклет, в котором показываются кадры, нарисованные из фильма, а также рассказывается о содержании диска с дополнительными материалами. И две карточки к трилогии приквелов с выходными данными и к оригинальной трилогии также с выходными данными. Далее следующее — это «Чужой против хищника». К данному фильму идут карточки. Подробно сегодня показывать все карточки я не буду, так как это займет слишком много времени. Карточкам будет посвящено отдельное видео или отдельное видео, а также буклет с кадрами из фильма, а также с кадрами со съемок фильма. Далее из этой же серии «Чужой». Первый фильм Ридли Скотта. Далее фильм Джеймса Кэмерона «Чужие». Далее «Чужой 3» Дэвида Финчера. И «Чужое воскрешение». Далее «Хищник» 2018 года.
Шейна Блэка. К этому фильму также идет подробный буклет. Про съемки этого фильма. Далее, следующая серия фильмов это Дэдпул. Представлен у меня таким изданием. Первая часть и вторая часть. Дэдпул 1. И Дэдпул 2. К первому фильму идут карточки с фильма и со съемок фильма. Ко второму идет небольшой буклет, в котором с изображениями кратко рассказывается о событиях фильма на английском языке. Дэдпул, первая и вторая часть. Далее, Бегущий в лабиринте. Трилогия. Первая часть. Далее вторая часть. Испытание огнем. И, наконец, Бегущий в лабиринте. Лекарство от смерти. Такая трилогия. Далее ледниковый период. 4 части, а также короткометражный спецвыпуск. Ледниковый период, первая часть. Глобальное потепление. Эра динозавров. Континентальный дрифт. А также на DVD Гигантское Рождество. Следующие два фильма это две полнометражки по секретным материалам. Борьба за будущее и Хочу верить.
фильму «Хочу верить» идет также такой буклет, где показываются кадры со съемок и кадры из фильма. А также идет буклет, большой плакат «Я хочу верить» из фильма. Следующая картина — это фильм Ридли Скотта, фильм «Легенда». С Томом Крузом. Следующий фильм по роману Стивена Кинга «Мизери». И в составе данного издания идет 3 карточки. Двухсторонние. Далее фильм «Алита. Боевой ангел». К данному изданию идет буклет. С кадрами со съемок фильма. А также 10 карточек с персонажами. Следующая картина — это фильм биографический про Фредди Меркьюри и группу Queen «Богемская рапсодия». К данному фильму идут карточки. А также буклет, в котором рассказывается об исполнителях и об актерах,
Следующий фильм — это фильм «Терминатор». В комплекте к нему идут карточки. А также буклет, где рассказывается о съемках фильма, а также об актерах, которые снимались в нем. Следующая картина — это «Аватар». Здесь 4 диска. И к данному фильму также идут карточки. Следующий фильм — это фильм Мэла Гибсона «Храброе сердце». Оформление повторяется. К данному фильму также идут карточки с персонажами. И также их фразами из фильма. Следующий — это «У холмов есть глаза». Современный ремейк. И к данному фильму идет очень много карточек. У холмов есть глаза. Далее «Особое мнение» Стивена Спилберга с Томом Крузом.
данному фильму также идут карточки. А также буклет с кадрами из фильма. Следующий фильм — это фильм «Ничего хорошего в отеле Эль Рояль». К данному фильму идет буклет, в котором показываются кадры из фильма. А также кадры со съемок фильма. И последнее издание на сегодня с карточками. Это «Темное отражение». К данному фильму идут, как сказал, и карточки. И, наконец, просто издание в слипах, без чего-либо. Это «Титаник», 4-дисковое издание. Далее «Росомаха бессмертный». Следующий фильм, за который Гильермо дель Торо получил Оскар, фильм «Форма воды». Далее фильм, который вы можете не знать, но музыку, из которого вы наверняка слышали, это «Огненная колесница», который получил Оскар за лучший фильм. Музыку для этого фильма сочинил Вангелис, известный композитор.
Далее фильм, который породил Сертаки, фильм «Грег Зорба» с Энтони Квином. Вот, танцует Сертаки. Еще один старый фильм. Грегори Пек. Вертикальный взлет. Далее Люди Икс, Темный Феникс. Последний фильм из этой серии, из основной. Далее фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Следующее это «Хищник», трилогия. Далее «Уолл-стрит» с Майклом Дугласом. «Уолл-стрит. Деньги не спят». Следующий фильм это фильм «Принцесса невеста». Интересный. Далее «Пекло» Дэнни Бойла.
И, наконец, последний на сегодня фильм. Это «Снуппи мелкий позатый в кино». Это такие вот коллекционные издания, издания-сборники, издания слепок от 20 от сути 20 век Фокс и Метро Голден Майер есть у меня в коллекции. Вот сколько с этих изданий карточек и буклетов. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Ставьте лайки, подписывайтесь, ждите следующих видео. Жду вас снова. Пока.